Всем здорово, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. Сегодня у нас на обзоре тяжелый советский танк 9 уровня, проходная прокачиваемая ветка, объект 257. Читерский танк, почему читерский, сейчас разберемся чуть далее. Сегодня полноценный гайд-обзор по этой машине и, конечно же, предлагаю начинать наш обзор с бронирования объекта 257. А тут есть на что посмотреть. Погнали. Итак, коллижная модель нашего 257 у нас такой некий щучий нос, очень похож по форме и строению на защитника. Только вот углы, в принципе, очень похож, просто танк высокий. Ну и давайте сначала и самого главного. Что касаемо объекта 257, это нужно знать всем, если даже напротив вас появляется эта машина. А важное тут следующее, что у нас, смотрите, как лодка борта. Борта прям от вот фальш надгусеничной полки, вот да, фальш борта здесь висят. Они вот раз, все, угол. То есть вот так, когда вы этому танку стреляете, вы должны понимать, что вы стреляете в борт, который под углом. И это и есть особенность объекта 257. Этот танк, стреляя в него сбоку, очень порой тяжело пробить в борт. Потому что рикошет может быть. Будет еще немножко вот так наклонет к вам по рельефу. Рикошет. Рикошет, рикошет, рикошет. Рикошет, рикошет. Вверху уже нет. Угол входа снаряда зависит. Но опять же будет вот так, будет рикошет. Это нужно помнить. И куда же стрелять? Естественно, в башню. Естественно, вверх. Вот в этот фальшборд, в верхнюю часть корпуса, над гусеничной полки. Но ни в коем случае не фальшборд и вот этот фальшборд, который краевой, да, и в нижнюю часть этому танку точно нельзя стрелять. Вот такой вот борт. Давайте сразу посмотрим, как он у нас танкует от борта. Естественно, с таким строением бортовой брони, конечно, он очень хорошо танкует от борта, но подставляет свою щеку, да, щучий нос свой. И сюда уже можно закидывать, а эта деталь очень большая. Вот такое вот бронирование от борта. Касаемо НЛД. 130 мм приведенки снизу 210, вверху 230. Это ослабленная часть. Если видите в таком ракурсе, щучий нос как бы отыгрывает в полной красе. Сами видите, под 300, 270, 260 и более. Попробуй пробей. Здесь 300, здесь аналогично. Люк мехвода 45 мм по правилу 3 калибров, только сколько получается 130, 135 мм. Пушка должна быть больше, чтобы вы сюда смогли закинуть, потому что хороший угол наклона вот не даст вам. Просто вот система пишет рикошет и будет рикошет. Теперь башня, она такая полусферическая, сзади такая квадратная. Касаемо маски орудия 277, вверху 600. Здесь у нас 254. Вот, ослабленная зона вот это вот низ. Но это очень тоненькая часть. Да тут она прям щель, можно сказать. Туда не закинуть можно быть спокойным. Ослабленная зона вот эта в 364. Как вам ослабленная зона? Внизу 399, везде 380, 400, 500, 700, 1000. Короче, жесть. Верхняя планка 30 мм. И сюда этот танк пробивается по правилу 3 калибров от 90 мм. Сам себя он, естественно, легко шьет. Лючки, нижняя часть лючков, вот это, она зашита. Тут 350, 400, 500. А вот это, они очень тоненькие планочки, 160 мм. Можно сюда попадать, как и в эту планку над стволом. То есть вот раз, два, три. Ослабленная зона и НЛД. Все остальное невероятная броня. Читерский танк по борту. Запомнили. С броней разобрались. Давайте смотреть, что у нас тут по пушкам. Пушка стоковая 9 левела и топовая 10. Альфа меньше на 50 на стоке, бронепробитие на 20 в среднем, где-то поменьше. На голде даже побольше разрыв, 35-50 мм. Вот, заряжаются они одинаково по 13 секунд, а ДПМ на топе выше,
потому что альфа больше, а заряжаются одинаково. Вот. Но зато на стоковой точность лучше 0.38. И на самом деле прикол в сведении. Почему-то эта пушка, она дольше сводится на 0.1. Но все равно это так. Естественно, надо стремиться к топовой пушке. Вот, топовые башни у нас, по-моему, по броне даже есть разница. Ну-ка, смотрим. Да, 350 лоб, борта лучше защищены в 2 раза, более чем в 2 раза. И задняя часть до сотки. Вот, плюс 10 метров по обзору. Поэтому эта пушка и эта башня, это важные элементы этого танка. Старайтесь их выкачать как можно быстрее. Понятно, топовую рацию, у которой 730 дальней связи и 440, тоже все-таки рекомендую на этом тяжелом танке прокачать. Ходовая 850 лошадей, 700. Это плюс 20% подвижности машины, поэтому тоже нужно качать. Как и равно скорость поворота ходовой, то есть максималочку по ходовой 40 градусов в секунду, а здесь 35, плюс 5 градусов в секунду. Там порядка 15% к подвижности на месте. Касаемо полевой модернизации. Вездеходная ходовая, да. Здесь у нас что? Так, время сведения жесть вообще, конечно. Точность 0.37. Скорости сведения. Я бы, наверное, все-таки улучшил бы скорость сведения. 0.38 вполне для тяжелого танка сойдет. Звукоизоляция. Здесь у нас что? Максимальные скорости вперед. Это круто. Так, о чем мы теряем? Горизонтальное ведение минус 7. Так, от скорости сведения. Ну, блин. Башни. Для скорости сведения. Я бы, наверное, здесь не стал бы ничего качать. Хотелось бы подвижность получше, но лучше не надо. Здесь, наверное, лучше прокачать огневую все-таки мощь. Это тяжелый танк, поскольку мы турбину на него ставить не будем. Качайте огневую мощь. По оборудованию. По оборудованию стандартный комплект для совков, закалка ДОСов, стаб. Снаряды у нас, основной тип снаряда это подкалиберный, 1259 летит, нифига себе, почти 1300 метров. Голда у нас кумулятивный, 900 метров в секунду, все тут гуд. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Вот, 4 члена экипажа перки наблюдаете перед собой в табличке. По плюсам и минусам машины. Невероятно хорошее бронирование. Если грамотно на нем играть и танкой от борта не подставлять щеку, да, все прям по красоте отыгрывать, желательно обратным ромбом, да, то в лоб у него очень хорошая достойная броня, только надо спрятать НЛД. Башни, все тут круто. Это плюс. По пушке, естественно, минус 5 УВН у нас отсутствует вовсе, вообще их нету. Про них забыли и попрощались и прям реально забыли. Это минус, безусловно. Бронепробитие нормальное, не сказать прям огонь. Вот, ДПМ вырос до 2400, время сведения 2,7, разброс 0,37. По ХП 2090 с закалкой, ну средний параметр, тоже не выдающийся, скажем так. По мобильности зато, без турбины, без всего, 50 вперед, 15 назад, более 15 лошадей на тонну. Подвижность этого танка, она нормальная. Касаемо обзора 409 метров, мы реально слеповаты. Ниже средней температуры на этом уровне среди тяжелых танков. То есть обычно где-то 420-430, у нас 409. Прям реально слеповат, но это совок. Практически все неакционные, да, тяжелые танки советские, они слепые. Это нужно знать и понимать. Вот. Поэтому это танк ближнего боя, вот, с хорошей броней, с сочной альфой в 440. Едь, убивай, уничтожай. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, как этот читерский 2.5.7 играет с современными рендами. Погнали. Так, господа, у нас обзор боем 2.5.7. Тяжелый советский танк 9 левела. Сета попали к 8-кам.
Рикошет. Надо голду заряжать, все, мне это надоело. Опа. Ушини. Давай, давай, постреляемся. У нас броня не по... Ух ты! А я КД, а? На тебе. В борт ваш. А че это они отдыхать поехали? Интересно. Интересно, они воюют. Гля, попал, а? Красавчик. Кармерном качестве. Тупсе, как он с вертух попадает, а? Дерьма кусок это. Заряжающий у меня. Вот тебе. Так, ну чё, две суммы есть, да? Блин, да когда у меня все починится уже? Да, я заряжаюсь как долго, а? Так, у нас прям жесткий проект. КД еще сумасшедшие. Блин, живу на тоненькую. Когда у меня уже аптечка-то? Господи, глушит. И так зарядиться не могу, еще меня так глушит. Уже лорка. Дай сколько танков. Не, ну это нереально. Так, ребята, 3200 суммы, 2200 настреляли, косарь у нас на ветер, 3300 натанковали. Я посмотрим, как наши в целом в этом бою отыграли. Ну, счет просто сумасшедший, 15-5. Наша команда слила конкретно. Я умер последним. 2-5-7. Ух, живчик. 3300 натанковал. А второе место по урону. Больше у нас хорошо выступил. Все остальные, вы представляете, сколько настреляли? 500, 700, 800. Читерский танк. Читерский борт. Интересная машина. Сложная машина, когда это напротив. Ребят, у кого есть в ангаре, пишите, какое вы используете оборудование. Как вам объект 257. Нравится, не нравится. Терпи, моя красавица. Вот. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Я этой машине по пятибалльной системе ставлю твердую 4, потому что многие игроки банально даже не знают, как эту тачку пробивать с этим хитрым щучьим носом. Если он спрятал НЛД и стоит бортом к вам, тут всегда нужно помнить про сумасшедший гнутый борт. Многие про это забывают. Вот, а я вам говорю, до скорых встреч, пока.
поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.